Приветствую, друзья! С вами я, Игорь Жумадилова. Сегодня я для вас буду показывать самомассаж лица с гуаша. У меня гуаша нефритовый, у вас может быть из любого материала. Чем полезен камень гуаша? Во-первых, когда вы дома наносите свой крем, либо сыворотку или маску, вот этот инструмент очень хорошо с помощью массажа усиливает кровоток. Микроциркуляция, когда усиливается, наши все уходовые средства хорошо проникают в кожу. Поэтому перед нанесением сделайте 5-10 минут массаж с гуаша, шея и на шею и на лицо. Также хочу напомнить и пригласить вас на мой телеграм-канал, где вы можете для практикующих мастеров, для профессионалов, для начинающих найти какие-то мои рекомендации, советы. Я там прямые эфиры делаю иногда. Также для тех, кто интересуется самомассажем по моей методике, обязательно подпишитесь, я там с вами напрямую общаюсь. И будем дальше продолжать, я буду делиться с вами. Ну все, давайте начинаем. Я сегодня буду работать на креме. Лицо предварительно очистила, протонизировала. Массажный крем я наношу на зону лица и на шею, потому что мне нужна хорошая скатка. Сначала нанесли где-то по массажным линиям. Гуаша. Смотрите, друзья, начинаем с зоны шеи. Когда вы смотрите на лицо, на зеркало, вот здесь вот переверните, переворачиваете голову направо-налево, вот кивательная мышца. Вы по ней вот так вот вверх, снизу вверх поднимаетесь и вниз сливаете. Правильное движение, и первое движение вот так должно начинаться. По кивательной мышце от центра к периферии вот так поднимаемся, не сильно давим на ткань и вниз сливаем. Когда сливаете, вы немного надавливаете на ткань, чтобы не больно было, друзья. Раз, два. Повторяем 8 либо 10 раз. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Те же самые движения я повторяю с правой стороны. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вот это движение работает на ускорение скорости лимфы. Если на лице по утрам отечность, начните с зоны шеи. Проработку с гуаша с зоны шеи. Второе движение. Вот здесь есть вот такая вот выемка. Мы уже работать будем на овале, под нижнечелюстное пространство, либо зону подбородка. Раз, два, три, 4. От центра доводим до края нижней челюсти. Давайте я буду показывать по 4 подхода. Угу. И второе продолжающее движение, то есть завершающее движение вниз сливаю. Раз, два. Друзья, я почему работаю в зоне подчелюстного пространства? Потому что здесь есть лимфатические каналы, которые от центра к периферии вот так вот двигаются и сливаются куда? На зону ключицы. Поэтому они, если застойные, то что мы видим на лице? Естественно, отек. Здесь отек, потихоньку сразу в глаза бросается зона вокруг глаз. То есть движение потихоньку мы снизу начинаем. Поэтому сильно не давим, просто проводим по гуаша. Здесь, кстати, вот так вот придерживать не обязательно. Вы не растянете здесь кожу. Повторяю еще раз. Раз, два. На другой стороне. Раз, два.
Раз, два. Я прям с этой выемкой также продолжаю сливать. То есть из стороны в сторону я здесь не меняю камень. Раз, два, три, четыре. Делаем до 10 подходов. Угу. Следующее движение это у нас начинается от зоны вокруг губ, то есть от угла рта. Проводим движение от центра, также вот от угла губ. Немного надавливаем козелку уха. Раз, два, три, четыре. До 10 доводите и повторяйте то же самое с другой стороны. Раз, два. Здесь у нас мы работаем на каких мимических мышцах? Это щечная зона, это жевательная зона и это мышцы, которые тянут уголки рта вниз. То есть на самом деле с гуаша не только отечность можно снять, но и протонизировать, расслабить лицевые мышцы. Угу. Я потихоньку линия за линией вверх поднимаюсь. Теперь у меня зона от носогубки к верхней части уха будет направление. Вот. Раз, два, три, четыре, вверх. Раз, два, 3, 4 вверх. Останавливаюсь здесь. Здесь давление среднее. Но вы должны ощутить, что вы прям с давлением от центра к периферии кожу тянете. То есть проводите по линии. Тоже 10 раз. Повторяем с другой стороны. Раз, два, три, четыре. Очень хорошо, у кого есть застой в зоне носогубных складок. Раз, два, 3, 4. Смотрите, так как я работаю, провожу линии в зоне скуловой зоны, а здесь у меня у кого-то может быть суфы, малярные мешки. Здесь есть жировые перегородки, жировые пакетики. Когда эти пакетики на самом деле вот так вот спазмируются, укорачиваются, здесь межклеточная жидкость, лимфа, она в застой уходит, то есть не двигается. Вы с мышцей не работаете, поэтому не делаем ежедневный фитнес с помощью гуаша или ручными техниками. И эта жидкость, лимфа, особенно по утрам или после вечеринки, на лице прям видно. Поэтому гуаша вообще очень хорошо реанимирует. То есть я хочу сказать, она помогает снимать отечность. По 10 раз повторили, я уже поднимаюсь на зону лба. На зону лба мне удобно вот так вот держать. И все движения будут такие расчесывающие вверх направлены, да. Хочу добавить все-таки, если у вас на лице отечность сильная и ежедневно никак не проходит с помощью массажа, то как специалист я бы порекомендовала обратиться к мастеру, который умеет делать хороший висцеральный массаж живота и лимфатический массаж по телу. Потому что с лимфатической системой очень важно работать, потому что это ваши сосуды, это ваш иммунитет. Поэтому не пренебрегаем и ручные техники. Это хорошо, но следите за своим здоровьем и попробуйте обязательно лимфатический массаж по телу. Угу. Все, я прочесала где-то 10-15 раз. Я в зоне лба люблю работать. Почему? Потому что я еще помогаю по утрам себе поднимать верхнее веко. Но у меня такая особенность. Например, устаю, сразу веки западают вниз и видно. Если еще отечность к тому, то с гуаша дополнительно еще ручные техники массажа на зону вокруг глаз дополнительно прям применяю. Нужно применить. Ага. Теперь зона вокруг глаз после
скуловой зоны. После зоны лба я захожу на орбитальную зону. Здесь у меня вот как раз таки вот эта выемка для чего? Мне кажется, создатели гуаша об этом заранее предусмотрели, подумали и сделали специально. Круговая мышца глаз всегда начинается с верхнего века. Итак, вот эту выемку ставлю на чуть ниже брови, на орбитальную кость. И провожу от центра, так вот, в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Где-то 4 подхода сделали. И вниз. Раз, два. Здесь я придерживаю. Видите, на виске придерживаю, потому что зона вокруг глаз, она очень тонкая. И здесь маленький секретик. Вниз, дальше по скуловой зоне мы завершаем технику в зоне вокруг глаз. Сверху, снизу и отсюда от слизного канала вниз стягиваю вот по гуаша. Вот так вот. Видите? Почему? Потому что венозный отток у нас здесь двигается. От центра идет, вдоль носогубки идет к нижней части, то есть на угол, и вниз стекает. Угу. Еще раз повторю, только с этой стороны. Четыре подхода сделала, можете чуть дольше сделать. И на том же месте вниз. Просто фиксирую руками еще раз дополнительно. Раз, два, три, четыре. И вниз сливаю. Вот. С помощью гуаша, когда вы работаете, пожалуйста, мой вам совет. В конце обязательно подключите ручную технику, то есть подушечками пальцев круговое движение на переносице, то есть от центра к периферии вот так вот. Фиксируйте вниз, не давите, буквально просто скользящими движениями и вниз сливаете. Вот так вот. Вот тогда у нас хороший, грамотный лимфодренаж происходит на лице. Все-таки с гуаша я все равно прибегаю к ручным техникам, то есть миксую для наилучшего эффекта. Работаем с гуаша минут 10-15. Например, вот этот крем у меня уже впитался. Можете немного протонизировать. Тонизируем всегда щечную зону. Повторяю на этой стороне просто указательным пальцем. Медленно показываю. Ну все, занимает около 10 минут. Смываем все, наносим сыворотку или маску и вуаля, спа у тебя в ванной. Друзья, благодарю вас за ваши просмотры, комментарии. Если вам понравился ролик и вы хотите еще получить какие-то другие методы массажа, самомассажа, то оставляйте комментарии под видео. Я обязательно отвечу, посмотрю, прочитаю. Может быть, это будет темой для моих последующих выпусков. И еще в описании я оставлю ссылку на свой сайт, где я подробно объясняю про свои курсы для практикующих, для начинающих мастеров. И приглашаю на свой телеграм-канал, инстаграм. То есть все ссылки вы найдете внизу. До скорых встреч! Не прощаюсь с вами.